Это не только рассказ про наш опыт перелетов с Etihad Airways, но и ответ на вопрос, а что будет, если вы не успеете на пересадку в стыковочном рейсе? Наш самолет до Абу-Даби задержали более чем на 2 часа, и никаких шансов успеть на второй рейс из Абу-Даби в Сеул у нас не было. Что же нас ждет, когда мы прилетим в Абу-Даби, а наш второй рейс в Сеул уже улетел? Скоро узнаем. Наш рейс в Абу-Даби будет проходить на самолете Boeing 787 Dreamliner. Что ж, пойдем в самолет? Без доплаты мы получили места у окна. Информационно-развлекательная система. На каждом сиденье уже ожидают одеяло, подушка, индивидуальный набор с маской для сна и берушами. Большие окна с электронным затемнением. В каждом сиденье есть розетка и порты для зарядки. Все для комфортабельного полета. Большой выбор игр, хорошая подборка фильмов. Язык можно тоже выбирать. Дети охотно играли в игры. Им, кстати, выдали подарки. Welcome on board today's flight. Your safety and wellness are our priority, so we appreciate your full attention as we take you through this demonstration. Your seatbelt must be fastened whenever the seatbelt sign is illuminated. To fasten, insert the metal clip into the buckle. Наш полет в столицу Эмиратов начинается. Большой современный лайнер легко набирает высоту. И, кстати, без скрипов и скрежета, как это было на таком же самолете у Scoot. Вскоре после того, как мы набрали высоту, принесли обед. Вкусная, понятная еда. Металлические столовые приборы. Хороший выбор алкоголя. Лучше, чем бизнес-класс некоторых авиакомпаний. 5,5 часов пролетели незаметно. И вот мы садимся в Абу-Даби. Интересно, у нас есть посадочный до Сеула, но наш самолет улетел 2 часа назад. Оказалось, что на выходе в аэропорт наш самолет встречали сотрудники с новыми посадочными. Тем, у кого новый рейс через несколько часов, выдали ваучеры на еду. А наш рейс в Сеул лишь через сутки, поэтому мы едем в отель. Без единого вопроса мы прошли паспортный контроль. После этого вместе с ваучерами, которые нам выдали, вместе с новыми посадочными, мы подошли к специальной стойке в аэропорту. И вот уже автобус везет нас заселяться в 4-звездочный Traders Hotel. Очень большой номер на берегу какого-то водоема в Абу-Даби. И трансфер, и этот отель ничего нам не стоили. Видишь, там какая-то красивая. Номер. Ой, сейчас будем торговать. Сядем. Там кто-то мне ответил. Наш самолет вылетает вечером.
Поэтому, хотя в отеле мы всего на одну ночь, выезд у нас будет вечером. И даже будет обед, а не только завтрак. Утром нас ждал вкусный завтрак с огромным выбором блюд. После завтрака мы вышли погулять рядом с отелем. Очень жарко, около 40 градусов. Наши купальные принадлежности остались в аэропорту в багаже, так что нам не искупаться. Где-то тут большой зеленый попугай, но я не разглядел в камеру. Это просто так бы ничего не выросло. Посмотри, видишь, полив идет. У каждого дерева идет полив. Очень жарко, но погулять интересно. Вдоль водоема расположено несколько отелей. И можно беспрепятственно гулять по всей этой территории. Ничего не мешало прямо в отеле заказать экскурсию по городу или взять в аренду автомобиль. Но мы предпочли отдохнуть между перелетами и поработать на компьютере. Очень жарко, и на улице никого нет. Мы выдержали минут 20 и вернулись в прохладу отеля. Также нас ждал бесплатный обед в ресторане с дружелюбными официантами и с выбором блюд по меню. Было очень приятно провести сутки в таком замечательном отеле. Даже немного жаль уезжать, особенно зная, что в Сеуле нас ждет куда менее комфортабельное жилье. В 6 вечера мы должны спуститься обратно в лобби, и микроавтобус отвезет нас обратно в аэропорт. Быстрый паспортный контроль, и вот мы в зоне вылета. Удобный, симпатичный аэропорт. Есть бесплатный интернет. Места в самолете нам дали те же, что у нас должны были быть на рейсе, на который мы не успели. Это снова Boeing 787 Dreamliner, но более новая модель. У нас 2 места у окна, которые мы выбрали при регистрации на рейс еще в Москве, ничего за это не доплачивая. Компоновка мест 3-4-3, но на обоих рейсах мы сидели вдвоем на 3 сиденьях. Теперь у нас ночной перелет из Абу-Даби в Сеул. Как вы уже поняли, багаж в Абу-Даби мы не получали. Все перенесли сами сотрудники аэропорта в новый самолет. Вскоре после набора высоты нам принесли ужин. Все намного лучше, чем в большинстве других авиакомпаний, которыми мы летали. А после приятного ужина и стакана красного вина
можно поудобнее устраиваться спать. 3 сиденья и 3 подушки на двоих — это очень даже неплохо. У каждого кресла удобный подголовник, который можно настроить под себя. Мы хорошо поспали. Полет прошел очень комфортно. Все утро летели над живописными горами. Значительная часть этого перелета проходила над Китаем. Конечно же, утром нам снова принесли завтрак, но сколько ж можно снимать еду? Лучше посмотрим на красивые виды. Уже перед посадкой в Сеуле погода испортилась, и даже где-то рядом с самолетом ударила молния. Но мы прибыли в Сеул по расписанию. Оба перелета были очень комфортные.